Привет, песеры, с вами Морж. Да, видео это я сегодня не планировал, тем не менее, почитал комментарии, многие просят показать, как бы я прокачивал игроков из Челси. Ну, на самом деле, пишется такое видео достаточно просто, поэтому почему бы и нет, на самом деле, раз есть запрос на такое видео. Напоминаю, что полезные ссылки в описании в закрепленном комментарии. И просто мой телеграм с новостями, и моя личка в телеграме, если тебе нужно задонатить с российских карт на мобилочку. В общем, все как обычно. Вот такой вот, ладно, набор у нас из 8 игроков Челси доступен был сегодня. Плюс в четверг у нас появятся за eFootball Point Азар, Квадрада и Чалабан. Или Чалабах, как правильно его читается. Но, в общем, еще один игрок Челси. Но пока будем говорить о тех ребятах, которых можно было сегодня выкрутить за золото. Ну и начну я, пожалуй, с Марка. Значит, 81 он имеет на первом уровне, 92 на максимальной прокачке, если качать, собственно, на автомате. Всего лишь 5 навыков у него. Давайте посмотрим, что нам предлагает, собственно, сама игра, чтобы был максимальный рейтинг. И сразу же видим, что тут аж 11 статов улетает в скорость. Я не знаю почему, но Konami сделала важными показателями для левого и правого защитника именно скорость и выносливость. Как мега важные показатели, и постоянно сюда игра накидывает хрен знает сколько. Я согласен, эти статы важны, но чтобы прям 11, я бы так не делал. Давайте опустим до 8, скорость 88, выносливость 94, этого бы хватило. Удары ему тоже не нужны, шутинг тоже мы пока что уберем. Итак, значит, у нас 4 вкинуто в пас, ладно, более-менее, 4 в дриблу пойдет, 4 в ускорение и в баланс. Я бы на самом деле, вот, наверное, улучшал бы ему ускорение и баланс. Корпус поднимать смысла не имеет, у него хреновая игра головой, хреновый корпус, ну тут мы особо в принципе ничего не вытащим. Еще увеличить защиту, но тоже они достаточно средние показатели, поэтому скорее всего я бы не стал. А вот ускорение я бы ему накидывал, потому что кроме того, что набрать максимальную скорость, нужно ее набирать достаточно быстро. Поэтому я бы до 8 поднимал у него ускорение, баланс и умение атаковать, и 2 стата у меня бы оставалось. Можно было бы в дриблу, но я бы, наверное, вкинул все-таки в пас, чтобы пас низом был 80, а пас навесом 81. Таким образом, у меня этот левый защитник тоже получился бы 92, как вы видите, но, как по мне, так он немного более сбалансирован. Дальше идем. Хаверц, атакующий полузащитник на позиции оттянутый форвард. 94 у нас на максимальной прокачке при автоматической. И что у нас здесь? 5 аж вкинуто в удары. Я бы на самом деле 4 оставил. В пасы 4, ладно, пусть будет. Дрибла 8, ускорение 8. И 4 у нас вброшено в скорость, выносливость и силу удара. При этом абсолютно не тронут корпус, абсолютно не тронута защита. Ну, защиту, понятно, трогать и не стоит. А вот корпус я бы хотя бы на 2 поднял. Игра головой у него кое-какая есть, поэтому, в принципе, на завершение он может выходить. Здесь я, наверное, не трогал бы больше ничего. Он вполне себе сбалансирован. У меня бы он получился 93, а не 94. Но считаю, что единичка вот здесь в ударах, ну, абсолютно его бы не спасала. Дальше Закария, 93 на максимальной прокачке при автоматической, и здесь аж 12 статов вкидывается в защиту. Но при этом у него стиль якорь, да, он на защиту и будет работать. Абсолютно не тронуто ускорение, абсолютно не тронуты удары, что понятно. Вкинуто 6 в скорость, силу удара и выносливость. Я бы опускал до 4, а эти 4 стата вкидывал бы в ускорение, потому что все-таки баланс и само ускорение для опорника тоже нужно. Защиту, пожалуй, 12 я бы оставлял, все-таки это у нас товарищ защитного плана, хотя, в принципе, можно было бы либо вот так вот прокачивать, либо на 4 уменьшить защиту, оставить 8. И у нас получается аж 12 статов, которые можно дополнительно раскидать. Например, ему можно вырулить пасы, ему можно вырулить дриблинг, ему можно вырулить, ну не знаю, например, прыгучесть, корпус и игру головой. То есть корпус можно вообще до 90 поднять. Ну, допустим, я бы, наверное, на 4 бы ему увеличил пас. Все-таки опорнику он тоже нужен. И 2 стата у меня бы еще оставалось. Я бы их, наверное, куда бы я их засунул? Наверное, вот сюда, собственно, в устойчивость при толчках, прыжки и игру головой, что для опорника тоже пригодится. В общем, 2 вот таких вот варианта раскачки я бы использовал. Кулибали, 96 у нас на максимуме. Аж 13 статов кинуто в защиту. Да, в защите тут, конечно, получается все супер, но абсолютно отсутствует пас, абсолютно отсутствует ускорение, баланс тоже все плохо. Ладно, защиту хотя бы на единичку мы уменьшим. 4 стата у нас остается. И здесь, ну, ускорение.
Постараться вытащить ускорение, хоть чуть-чуть, чтобы было. Либо же улучшить пас. Наверное, я бы все-таки... ну, пас хреновый. Я бы все-таки хоть чуть-чуть постарался бы вырулить ускорение, чтобы хотя бы было 71. 96-й он бы у меня получился такой же, как и на автоматической прокачке. Ну, реально, 13-й навык в защиту, он особо роли и не сыграет, а стоит очень дорого. Поэтому лучше это использовать где-то на другие навыки, которые будут для него более полезны. По кепе Арисабалаги ничего сказать не могу. Вратари у нас субъектив полнейший. Наверное, автоматическая прокачка и будет вполне себе нормальной. Рахим Стерлинг 94 должен быть на максимуме, при этом у него аж 10 статов летит в дриблу, сразу опускаем до 8, абсолютно не тронут корпус, абсолютно не тронута защита, но не то ему не надо. Итак, что мы имеем? Дичайшее ускорение 94, хорошую скорость 92, баланс 92. И, наверное, отсюда можно было бы статы, на самом деле, понижать. Я считаю, в принципе, что стата 90 для любого игрока хватает. Вот, ну, основного стата. Понизил бы я ему, наверное, вот так вот ускорение 90, баланс 88, умение атаковать 83. И 14 статов у нас есть еще на раскидать. Если, конечно, делать из него завершителя, то стоит впихиваться в реализацию. Если делать из него распасовщика, стоит впихиваться в пас. Тут уже каждый из вас будет решать, что для него выгоднее. Я считаю, что Стерлинг это все-таки завершитель, а не распасовщик. Поэтому я бы поднимал ему удары до 8, чтобы реализация была 79 хотя бы. И, наверное, остальные 3 стата... Ну, тут, в принципе, кроме ускорения-то их вкидывать больше некуда. Ну, корпус бессмысленно, защита бессмысленно. Еще 3 стата паса поднять. Ну, может быть, на самом деле, да. Я бы сделал еще и пас ему 7. То есть, чтобы у него был 77 пас низом, 79 сила удара, умение атаковать 83 пойдет, 79 реализация пойдет, ну и отличная скорость и ускорение. Получился бы он у меня 93-м, а не 94-м. Дальше, Абамеянг. Аж 12 у нас вкинуто в ускорение, очень много, само собой, понижаем до 8, ускорение 89 вот так вот и оставим. Пасов нет, качать бессмысленно, удары 87 пойдет, скорость 91, выносливости мало, ну и сила удара не самая лучшая. Немножечко вброшено в корпус, я бы на самом деле вбрасывал больше, чтобы добавлялась игра головой и прыжок, ну защита, само собой, ему не нужна. 2 стата у нас еще остается, которые можно, например, либо запихнуть в дриблу, что, наверное, смысла никакого не имеет. Я бы, наверное, все-таки на 4 поднял пас. Все-таки многие играют в 2 форварда, у него, да, он хреновый, но у нас 4 стата, оно больше особо здесь нигде ничего не поменяет. А так пас, ну, хоть чуть-чуть мы постараемся вытащить. Получится он 93-й, а не 94-й. Ну и последний, Тиаго Силва, 94 на максимальной прокачке, 12 статов летит в защиту, при этом вообще ничего не идет в ускорение, в дриблу и в пас. А пас у него хороший есть. Это мы и будем использовать. Значит, в любом случае поднимаем ускорение. Сами понимаете, идет заброс, центральный защитник все-таки должен уметь разгоняться. Дрибла бессмысленно, а вот пас можно на 4 и поднять. Тем более по единичке он всего стоит. Получится очень даже неплохой пас для центрального защитника. 77-78 и 4 стата у нас еще останутся. Наверное, я бы вкинул это все дело в скорость, выносливость. Наверное, не стоит. Ускорение еще на 2 добавить. Ну, тоже, наверное, особо роли бы не сыграло. Дрибла бессмысленно. Скорее всего, в ускорение. Вот так, ускорение я бы ему сделал 6, чтобы было 69 ускорения, 68 скорости, 66 баланса. В защиту у него статы, в принципе, и так вполне себе неплохие. Тоже он получился бы у меня 93-м, а не 94-м. Вот такая прокачка, по моему мнению, для игроков Челси. Пиши, согласен, не согласен, с удовольствием все это дело почитаю. Можешь даже привести примеры своей прокачки, тоже, я думаю, и мне, и другим ребятам это будет интересно. Полезные ссылки в описании и закрепе. С вами был Морж, до завтра, ребят. Пока-пока.